Время 10:30 утра, и я выезжаю в Черногорию. Мотоцикл готов. Сегодня по плану проехать 460 километров и остановиться недалеко от Подгорицы. Погоду обещают переменчивую. Вот, планирую путешествовать дней 5-6. Обещают и дождь, и солнце. В прошлом году ездил, было теплее в это же время. Ну, шорты взял на всякий случай, но думаю, что не пригодятся. Вот. Купил дождевик мотоциклетный, оксфордовский. Вот, протестируем. Думаю, что это будет очень актуальная штука в этом путешествии. Проехал Белград. Остановился, заправился. Сейчас сделаю небольшой перекус и двину дальше. А вот и мой перекус. Ну, такое достаточно знаковое место для меня. Здесь заканчивается автострада. Ну и, собственно, начинается настоящее путешествие. Остановился на перекур в небольшом городке на самом юге Сербии. До границы с Черногорией порядка 45 километров. Вот, разминаю ноги, задницу. Мелкий противный дождь, ехать осталось немножко, но в горах и температура упала до 13 градусов. Решил дождевик одеть. Вот так вот. Вот ничего. Сейчас затестим. В общем, все, я добрался. Вот Доня Ксения встретила меня. И вот такой прекрасный дом у меня будет. Супер! Ура! Выяснилось, что до ближайшего ресторана здесь 3 километра. И когда ехать уже куда-то после целого дня дороги мне совсем не хотелось. Вот, и спасибо большое Ксении, она мне не дала умереть голодной смертью. Вот такой у меня подгон. Вот. А еще мне дали 3 яйца. И вот я тут яичницу мастрячу. Второй день моего путешествия. Я проснулся. Погода сегодня совершенно нелетная. Идет мелкий дождь. Да, конечно, интересно, они тут живут совсем по-другому. Вот какие-то скудные огородики тут пытаются делать. Вон куча навоза.
Теплица какая-то полуразрушенная. Самое интересное, нигде никаких заборов нет. Вот я сейчас шел через какой-то двор, непонятно, это общественная территория или можно там проходить, нельзя. Совсем не ясно. Вот. Лес еще весь голый стоит. А вон в горах даже вон еще видно, немножко снег лежит. Да, снега в горах, конечно, еще очень много. Тут вот я так посмотрел, такие наносы. Я бы не проехал. Тут нужен легкий эндуро какой-нибудь с зубастой резиной. Иначе с моим динозавром можно долго там ерзать. Если застрянешь, ничего приятного. Изначальная дорога, по которой я ехал, была перекрыта прям почти под самым Жабрюком. Там километров 20, наверное, оставалось. Короче, навигатор меня отправил в объезд, и крюк получился, блин, офигенный. Километров 100, наверное, ну, может, чуть меньше, 80. Вот, осталось сейчас километров, наверное, 45-50, и вот на такую дорогу меня вывел навигатор. По моим прикидкам, такой дороги будет километров 7,5. Ну вот сейчас я офигею. Попробуем ее проехать. Я наконец-то добрался до Жабляка. А точнее, тут рядом с Жабляком 3,5 километра небольшая деревушка находится. Забыл, как называется. Температура где-то градусов 8. Очень холодно. Вот, надел все, что было. Выгляжу я вот так вот. Вообще путь до Дурмитор платный. И стоит вход порядка 5 евро за человека. Но мой хост Милош показал мне тайную тропу, вот эту. И сейчас мы по ней пройдем в парк на халяву. Вот такая лесная дорожка. Конечно же, мы пойдем туда. Ехал 92 километра от Жабляка, вот, остановился отдохнуть. Идет мелкий дождь, но очень тепло, 21 градус, куртка маленько промокла, но сейчас думаю поеду, дождь закончится и она быстренько высохнет.
Свете Стефана осталось километров 30. Но тут что-то произошло, и менты перекрыли дорогу, никого не пускают. И вот мы уже тут, не знаю, минут 30 я стою. Вот такая вот хрень. Ждем. И вот я наконец на море, в поселке Свете Стефан. Сегодня я целый день здесь, а сейчас в планах прогуляться вот до этого острова, который у меня за спиной. Там должно быть много всего интересного. На море красота. Все побережье активно готовится к сезону. Убирают мусор, ресторанчики начинают свою работу. Скоро здесь будет очень много людей. К сожалению, вход в крепость был закрыт, туда сейчас не попасть. Ну, может быть, в следующий раз. То вот такой грот. Сейчас пойдем посмотрим, что там дальше. Сход довольно низкий. Иду на корточках практически. А здесь вот такая вот смотровая площадочка. Ох, красота! Я в Ульцане, практически на самой границе с Албанией. Под Ульцанем есть некие соляные, не знаю, озера это или протоки, солончаки, короче. И вот я сейчас сюда заехал. Это типа статус парка это место имеет. И вот сейчас посмотрим, что тут есть интересное. Ну вот такие вот стрекозы тут живут, очень любопытные. Вот, это какая-то управа старая, соляная. Ульцань. Ну, выглядит интересно. Вон там вдалеке видны птицы. Но, собственно, это место так и позиционируется, что здесь помимо лечебной грязи можно еще за птицами понаблюдать. Но, конечно, без бинокля делать тут нечего. Вплотную к озеру не подойти, а отсюда видно плохо. Сейчас направляюсь в Тивот. Хочу вечерком еще прогуляться по порту Монтенегро, моему любимому. Вот, сегодня ночую там, а завтра по плану домой. Проехал все побережье до границы с Албанией, пообедал там в ресторане и поехал назад. И вот я сегодня ночую в Тивоте, а сейчас я в моем любимом порто Монтенегро. Jutro tišina oko nas, na tugu sluti kao da je kraj. Sve smo dalje, nema dodira, čežnja tiho u bol se pretvara. Sosnovi
сердца. Дрожи руки твои, да ми нека душу загрее сърце твое, да се моме радуе, краде, да не саде. Я još uvijek imam mnogo da ti dam. Čuvaj dobar glas, još uvijek verujem u nas. Полпути проехал, 300 километров осталось. Ну, сотка до Чача, там уже будет ехать. Gde su snovi što smo sanjali, gde je onaj stari žar, kome nudiš crnog oka sjaj, to više nije tvog srca otkucaj. Tražim ruke tvoje, da mi kao neka dušu zagrle srce tvoje, da se mome raduje, krade dane i sate. Ja još uvijek imam mnogo da ti dam. Čuvaj dobar glas, još uvijek vjerujem u nas. Я доехал. Итого мое путешествие продлилось неделю, и я проехал 1700 километров. Ура!